Здравствуйте! В этом 2022 году у меня в планах собрать достаточно мощный электровелосипед на базе фэтбайка российско-китайской компании Rush Hour, что в переводе означает час пик. Это будет гибридный электровелосипед, который без труда можно использовать как для обычного катания, так и передвигаться с помощью мотора. Также будет установлен ассистент педалирования, при помощи которого будет осуществляться помощь мотором при кручении педалями. А подаваемая мощность будет зависеть от выбранного режима. Всего их 5. Бюджет сборки ориентировочно 40 тысяч рублей без стоимости велосипеда. Ожидаемые характеристики: максимальная скорость в районе 50 км в час, запас хода только на моторе ориентировочно 60 км, запас хода с ассистентом педалирования, думаю, будет больше 100 км. Вот эти компоненты я буду устанавливать. Для сборки электрофэтбайка будет установлен вот такой достаточно мощный редукторный брендовый мотор Bafang на 750 Вт с возможностью установки кассеты. Для этого здесь реализован вот такой барабан. Такой мотор я устанавливаю не в первый раз и абсолютно уверен в его надежности. И по мере его эксплуатации я заметил, что он легко нагружается до 1500 Вт без существенного нагрева, а также запросто выдерживает поднятие напряжения до 63 вольт, возможно даже больше. Поднятие напряжения увеличивает скорость электровелосипеда, но я думаю, если нужна именно скорость, то все же оптимальней брать мотор прямого привода на 2, а то и 3 киловатта. Впрочем, этот мотор я разгонял до 55 км в час. Преимущество этого мотора — это хорошая тяговитость и приемлемая скорость при относительно небольшом расходе электроэнергии. А также, в отличие от моторов прямого привода, мотор такого типа позволяет без труда крутить педали без электротяги за счет встроенного в нем планетарного редуктора и обгонной муфты. Но в то же время он достаточно мощный, чтобы затягивать велосипедиста на вполне крутые и затяжные подъемы. Мозгом этой сборки будет выступать вот такой контроллер компании Kunteng, сокращенно КТ, с пиковой мощностью до 40 ампер. На борту у него 12 мосфетов, по 4 на каждый фазный провод мотора. А судя по маркировке, это синусный контроллер. Ранее я использовал контроллеры с трапециевидной волной, и мне интересно, будут ли какие-то отличия. Это покажут тестовые заезды. Контроллеры этого бренда я также устанавливал не один раз, и был только единичный случай, когда этот контроллер сгорел. Но там была больше моя
моя вина. Во-первых, это был слабый контроллер с пиковой мощностью до 22 ампер. А я на него подал 54,6 вольта с мотором на 750 ватт. И даже в этом случае он достаточно долго проработал. А после выгорели транзисторы на одной фазе. Впрочем, я его успешно отремонтировал. Поэтому рекомендую брать контроллеры согласно мощности мотора. Для моторов 250-350 ватт можно использовать контроллеры на 6 мосфетов. Их 3 типа на 15, 17 и 20 ампер. Для моторов 500 ватт более подойдет контроллер на 9 мосфетов. Их 2 типа с пиком в 22 и 25 ампер. Для моторов 750 тысяч ватт отлично подходит вот такой контроллер на 12 мосфетов. Их 3 типа на 30, 35 и 40 ампер. А для моторов от 1500 ватт оптимально ставить контроллер на 18 мосфетов и 50 ампер пиковой мощности. У меня, кстати, такой есть, и он ждет своего мотора, который точно будет прямого привода, думаю, на 2 или 3 киловатта. Это будет сборка для скорости, но это уже другая история. Далее в этой сборке для управления контроллером будет установлен вот такой LCD-дисплей, также компании КТ. Собственно, с контроллерами серии КТ для адекватной работы электросборки можно использовать только дисплеи того же бренда, благо их достаточно много видов. Как говорится, на любой вкус. Функциональность у них в большей степени идентична, а я для себя зачастую выбираю LCD-дисплей третьей модели. Через него производится включение и отключение электровелосипеда, управление режимами помощи педалирования. Через него можно произвести тонкие настройки контроллера, а на дисплее выводится вся необходимая текущая информация. Также будет установлен вот такой датчик пас-ассистента под маркировкой KTV12L. Это цельный датчик, который очень прост в установке. Зачастую датчики педалирования состоят из двух частей. Вот такой, например. Тоже вариант рабочий, но выглядит менее аккуратно. Эти датчики считывают, что педали крутятся, и подают сигнал контроллеру, который в свою очередь подает необходимую мощность на мотор, в зависимости от выбранного режима помощи. Как я ранее говорил, это 5 режимов. Первая слабая помощь, пятая соответственно вся мощность. Я обычно использую второй и третий режим, а для езды только на моторе будет установлен вот такой влагостойкий надежный курок газа. Есть также варианты, как цельная ручка газа или половинчатая, но мне больше по душе именно курок. На ручке тормозов будут установлены вот такие универсальные датчики, которые при нажатии на тормоз подадут сигнал контроллеру и который в свою очередь отключит подачу электроэнергии мотору. И пока нажат тормоз, мотор не запустится. Например, при ожидании на светофоре и случайном нажатии на курок или ручку газа велосипеда не выкатится на проезжую часть, тем самым убережет от возможной трагедии. Одной из самых дорогих деталей электровелосипеда является аккумуляторная батарея. Я ее буду собирать самостоятельно. Вот из таких аккумуляторов форм-фактора 18650, каждый из которых содержит 2600 мА или 2,6 ампер-часа. Это литий-ионные аккумуляторы, их я использую не в первый раз, хоть это и не высокотоковые аккумуляторы с внутренним сопротивлением около 20 миллиом. Но вот этому аккумулятору уже 3 года, и он все так же работает исправно. И за время хранения в межсезонье я не заметил на нем какого-либо саморазряда. Эти аккумуляторы меня полностью устраивают и за счет работоспособности, а главное их стоимости. Всего около 110 рублей за штуку. Дешевле аккумуляторов с такими же характеристиками я пока не находил. Каждый аккумулятор в полностью заряженном состоянии выдает 4,2 вольта и безопасно работает до 3,6 вольт. При необходимости можно разряжать чуть больше, до 3,4 вольт без последствий. В аккумуляторной сборке будет задействовано 84 элемента. Это будет 14 секций по 6 аккумуляторов в каждой секции. Емкость аккумулятора составит почти 16 ампер-часов, а вольтаж в полностью заряженном состоянии будет составлять 58,8 вольт. Для защиты и управления аккумуляторной батареей будет установлена вот такая смарт-плата БМС на 40 ампер. Через нее будет осуществляться безопасная зарядка аккумулятора. Она имеет пассивную балансировку ячеек и главное, можно контролировать состояние аккумуляторной батареи через смартфон, подключившись к смарт-плате посредством Bluetooth. Сам аккумулятор будет размещаться в треугольнике рамы. Для этого я приобрел вот такую специализированную сумку. Но предварительно для АКБ будет собран корпус из оргстекла. Также в планах установить пару понижающих модулей такого типа, один из которых понижает вольтаж батареи до 12 вольт. От него я запитаю вот эту фару.
пару. От второго, который понизит напряжение с 12 до 5 вольт, будет заряжаться всякого рода девайсы. Про мой опыт сборки этого электрофэтбайка я смонтирую ряд роликов. Это обзор компонентов, заспецовка мотора и установка компонентов на велосипед. Второй ролик будет полностью посвящен сборке аккумуляторной батареи, так как это достаточно ответственная тема. Ну и третий ролик будет посвящен тестированию сборки на скорость и дальность хода. Перед сборкой электровелосипеда я всегда проверяю компоненты на работоспособность. Сейчас подключу все компоненты. К этим трем проводам подключаются фазы мотора. Они обычно такого типа, но для удобства я припаяю разъем МТ-60. Это более удобно. Я это уже сделал. И поэтому вот так просто подключаю фазы мотора к контроллеру. Датчики холла от мотора подключаются вот к этому 6-пиновому разъему. Здесь все просто. Папа, мама. И подходит он только сюда. Теперь подключу дисплей электровелосипеда. Это вот этот 5-пиновый разъем. Тут тоже все просто, перепутать с ним получится. Теперь подключу курок газа. Это вот такой разъем. А сюда подключаются ассистенты педалирования. К этим разъемам подключаются датчики тормозов. А вот этот разъем нужен для включения или отключения круиз-контроля. Он срабатывает, если вы курком газа удерживаете определенную скорость, более 5-10 секунд. Контроллер фиксирует эту скорость, и если отпустить курок газа, велосипед продолжит движение с этой скоростью. Сброс осуществляется кратковременным нажатием на курок газа. Ну а к этому разъему подключается аккумуляторная батарея. Здесь разъем XT60, но он уже установлен с завода. Я сейчас для тестирования подключу свой аккумулятор. В нем сейчас 57 вольт. Но если нет готового аккумулятора, то можно подключить зарядное устройство с подходящим вольтажом от 36 до 60 вольт. Это кнопка включения контроллера. Дисплей включился. Здесь показываются основные параметры. Это скорость, заряд АКБ, общий пробег, суточный и так далее. Управление ассистентом педалирования производится этими кнопками. На экране видно, какая мощность помощи установлена в данный момент. 1 это минимум, 5 это максимум помощи. Для настроек контроллера надо выключить дисплей, снова включить и сразу нажать кнопки вверх и вниз одновременно. Тем самым вы входите в меню настроек. Ссылка на инструкцию в описании к видео. Настроек достаточно много, сейчас не будем тратить на это время. Нажимаю курок газа, мотор крутится, а на дисплее показана скорость мотора в данный момент. Она не совсем точная и под нагрузкой будет на 20-30% меньше. Теперь попробую прокрутить датчик пас ассистента. Мотор реагирует, значит датчик рабочий. Датчики тормозов реагируют на отдаление магнита. Вот на экране показывается, что датчик срабатывает нормально. И теперь при нажатии на курок газа мотор не будет реагировать. Но стоит поднести магнит, то двигатель начинает крутить. Все хорошо, компоненты работоспособные, и теперь можно смело приступать к их установке. Для начала надо заспицевать мотор в обод. Для этого предварительно нужно демонтировать все спицы. Я это уже сделал. Для заспицовки мотора надо приобрести спицы подходящей длины. Как определить длину спиц и подробнее о заспицовке этого мотора в обод, переходите к полному видео. Вверху будет подсказка. Я определил, что для одного перекрестия мне нужны спицы длиной 205 мм, для двух перекрестий нужна длина спиц 220 мм. У меня есть спицы длиной 205 мм и толщиной 2,6 мм или 12G. Такая толщина более подходящая для заспицовки электромотора, так как диаметр отверстий под спицы в моторе 2,8 мм. Но также у меня есть спицы 220 мм черного цвета, которые для этого фэтбайка более предпочтительнее. Но толщина спиц всего 2 мм или 14G. И так как ранее я уже заспицовывал такой же мотор с толщиной спиц 2 мм и благополучно его эксплуатирую более 2 лет, то и в этот раз буду ставить спицы толщиной 2 мм. Но рекомендую все же выбирать толщину спиц 2,4 или 2,6 мм. Готово, мотор заспицован, а обод отбалансирован. Кому интересно подробное видео заспицовки этого мотора, то ссылка на видео в правом верхнем углу этого ролика. Небольшое улучшение характеристик контроллера. Перед установкой контроллера на электрофэтбайк я его сначала немного
немного доработаю. Тем самым увеличу мощность контроллера на 20-25%, что по итогу даст чуть больше мощности мотора. Разберу контроллер, выкрутив 10 винтов по 5 с каждой стороны. Вот так выглядит контроллер внутри. Для увеличения мощности нужно немного залудить вот этот шунт с обоих сторон по 5-7 мм, а также усилить вот эту силовую дорожку. Дополнительно впаяю медный провод с сечением 1,2 мм и впаяю в эту дорожку. Эти доработки не обязательны, но желательны. Теперь контроллер готов к установке на электровелосипед. Перед установкой мотор-колеса на велосипед предварительно нужно установить тормозной ротор и кассету. У меня на 8 скоростей. Перед установкой тормозного ротора его нужно обезжирить. Я для этого использую недорогой автомобильный очиститель тормозных дисков. Ротор я уже обезжирил, поэтому приступаю к установке. Также нужно учесть сторону вращения колеса и установить ротор согласно стрелкам. При фиксации ротора не забываем про фиксатор резьбы, чтобы болты не откручивались от вибрации. Готово, тормозной ротор на своем месте. Ротор установлен, теперь установлю кассету. На кассете, как и на барабане, есть один паз, который уже других. На него можно ориентироваться, чтобы посадить кассету в свои пазы. Также устанавливаются 7 и 8 скоростная звезда. Гайка кассеты закручивается по часовой стрелке, а подтягиваю при помощи съемника с прорезью. Затягиваю с небольшим усилием. Вот теперь мотор-колесо полностью готово к установке. Для начала устанавливаю руль, для того, чтобы велосипед было удобно расположить вверх колесами. Как всегда, увлекаясь одним делом, забываешь про что-то важное. Я поставил руль наоборот, забыл повернуть вилку в нужную сторону. Ну да ладно, перекрутить не проблема. Руль всего на сантиметр длиннее, чем на фэтбайке Stealth Aggressor, но выглядит, как мне кажется, чуть внушительнее. Посмотрим, что в коробке. Сиденье, инструкция, пара педалей, подседельный штырь, механический звонок на руль и непонятная шайба с болтом и винтом. Также в комплекте велосипедный ключ, который мало что откручивает. Теперь закреплю сиденье и переднее колесо. Пришло время установить мотор-колесо. Немного помучившись, оно все же встало в свои места. Тут важно заметить, в оси в месте, где выходит провод от мотора, есть небольшая прорезь. Так вот, ее важно установить по направлению к земле, чтобы потом можно было изогнуть провод так, чтобы вода не смогла попасть в мотор по проводам. Механизм переключения скоростей работает отлично. Его даже не придется настраивать. Переключает очень хорошо. Здесь нужно добавить шайбу, которая поставляется с мотора, установив которую уже можно поставить тормозной механизм. Так как на велосипеде Dropout алюминиевые и не рассчитаны на установку мотора, то я установлю вот такой усилитель Dropout. Толщина металла 4 мм. Он состоит из двух частей. Надо будет подумать, как его лучше установить и закрепить. Сейчас уже можно закрепить тормозной механизм на свое место. Его нужно будет немного настроить. Мне очень нравятся полноценные металлические крылья, которые идут с велосипедом. Передние я закрепил, а это задние поставлю позже. Начал искать место, где лучше закрепить контроллер в коробе. И лучше, чем снизу, места не нашел. В этом случае хомуты, поставляемые с коробом, уже не подходят. Перед окончательной установкой усилителя дропаутов решил его покрасить. Для начала обработал удалителем ржавчины, так как на нем есть эти признаки. Немного нанес пасту на металл и оставил на 15 минут. После обработки усилитель выглядит вот так. Обезжирю и нанесу термостойкую матовую черную эмаль. Вот так получилось. Решил закрепить усилитель на винты, один из которых крепит тормозной механизм. Винт надо будет установить чуть длиннее. Второй точкой крепления будет винт, который крепит крыло. Отметил места на дропауте, где нужны отверстия под винты, и просверлил их. Вот так получилось. Третье отверстие в месте, где будет крепиться велосипедный багажник. Не знаю для чего, но снизу рамы, в месте, где я планирую закрепить короб контроллера, есть 3 винта.
и они отлично подходят для этой цели. Поставлю отметки, где нужно просверлить отверстие. Готово, вот так получилось. Подобрал чуть длиннее винты. Закреплю короб, а винты промажу герметиком, чтобы вода, стекаемая парами в дождливую погоду, не попала в контроллер. Сам контроллер зафиксирую на крайний винт. Этого должно быть достаточно. Подложу некоторый демпфер, чтобы контроллер был поджат крышкой короба. Закрепил крышку контроллера, и, на мой взгляд, место для контроллера самое подходящее в моем случае. Сейчас надо снять педаль для установки ассистента педалирования. Для этого выкручу болт, который фиксирует педаль. При помощи специализированного съемника демонтирую шатун. Теперь можно установить ассистент педалирования. Он просто надевается на ось. Готово. Вот такая простая установка. При кручении педалями ассистент педалирования будет считывать сигнал и передавать его контроллеру, который в свою очередь будет включать помощь моторам в зависимости от выбранного режима. Можно установить шатун на свое место. Вот так выглядит фэтбайк с крыльями. На мой взгляд, очень неплохо. Решил посмотреть, как станет аккумулятор в корпусе Hailong на 65 элементов. Вмещается хорошо, и можно было бы поставить его. Но у меня запланирован аккумулятор на 84 элемента, и они в него уже не влезут, не говоря уже о смарт-плате BMS. Поэтому мой аккумулятор будет вот в такой треугольной сумке. Здесь достаточно места для емкого аккумулятора. Предварительно из картона сделал примерный шаблон для корпуса будущего аккумулятора. Дошла очередь до сборки аккумуляторной батареи. Для этого проекта я запланировал более емкий аккумулятор, чем собирал ранее. Поэтому она будет состоять из 14 секций и по 6 литий-ионных аккумуляторов формата 18650 с честными 2,7 ампер-часами каждый и даже немного больше, что по итогу даст чуть больше 16 ампер-часов. И в полностью заряженном состоянии аккумулятор будет выдавать 58,8 вольт. Всего будет задействовано 84 литий-ионных аккумулятора. Принцип сборки аккумуляторной батареи довольно простой. Допустим, возьмем несколько аккумуляторов, например 3, и соединим их последовательно. Плюс к минусу и так далее. В данном случае каждый аккумулятор заряжен до 4,2 вольт. Это фиксированное значение почти всех литий-ионных аккумуляторов. Эти 3 аккумулятора будут работать одновременно и уже выдавать 12,6 вольт. Таким образом набирается вольтаж аккумулятора. Добавляя один аккумулятор, будет повышаться вольтаж на 4,2 вольта. Чтобы набрать емкость и мощность аккумуляторной батареи, нужно в каждую секцию добавить еще несколько аккумуляторов. И чтобы они вместе работали, их нужно соединить. Плюс к плюсу, минус к минусу. Таким образом образуется секция с тем же вольтажом, но с большей емкостью. В данном случае каждый аккумулятор содержит 2700 мАч, и при добавлении одного аккумулятора емкость секции будет увеличиваться на это значение. Важно! Каждая секция должна иметь равное количество аккумуляторов. В противном случае аккумулятор будет работать по самой слабой секции. Для сборки цельного аккумулятора нужно правильно расположить секции и правильно их объединить в одно целое. Вот примерно так, как на видео. Можно собирать более компактную аккумуляторную батарею. В моем случае это 14 секций. Объединяя их последовательно, я получу нужные мне 58,8 вольт в полностью заряженном состоянии. Нижний порог этого аккумулятора составит 47,6 вольт. По достижении нижнего порога сработает плата защиты и отключит потребитель. Про плату защиты, или по-другому коротко БМС, что это и как ее подключать, я расскажу дальше в этом ролике. Чтобы набрать нужную емкость аккумуляторной батареи, я соединю 6 аккумуляторов в каждой секции, каждый из которых по 2,7 ампер-часа, и получу запланированные 16,2 ампер-часа или 952 ватт-часа. С такой емкостью, я думаю, смогу проехать более 40 километров, управляя только ручкой газа, или около 100 километров с ассистентом педалирования. Более точно покажут тесты.
Предварительно я сделал шаблон размера будущего корпуса аккумулятора из держателей, именуемые холдерами, которые соответствуют этому типу размеру аккумуляторов. Из них собрал площадку так, чтобы она умещалась внутри корпуса аккумуляторной батареи. Из холдеров очень просто и удобно собирать площадку для размещения аккумуляторов. Холдеры изготовлены из прочного пластика, и после размещения в них элементов образуется прочный каркас, в котором соблюдены расстояния между аккумуляторами. Предварительно все аккумуляторы я зарядил и проверил на емкость. Внес все значения в программу Excel и теперь воспользуюсь сайтом Repack по компоновке секции согласно емкости аккумулятора. Тем самым мне удастся собрать каждую секцию, состоящую из 6 аккумуляторов, так, чтобы они были максимально схожи по емкости. Скопирую все значения, которые внес в таблицу, и перейду на сайт Repack. Внесу все значения. Далее нужно указать количество секций. В моем случае это 14. Укажу количество элементов в каждой секции. Это 6. Укажу вольтаж аккумулятора 4,2 в полностью заряженном состоянии. И кликаю по кнопке создания пакетов. По итогу получаю рекомендацию с вот такой компоновкой и последовательностью секций. При такой компоновке аккумулятор будет содержать чуть больше 17 ампер-часов или чуть больше 1000 ватт-часов. Я распечатал рекомендации по размещению каждого аккумулятора и буду компоновать согласно таблице. Готово. Все аккумуляторы расположены в своей последовательности согласно рекомендации. Теперь соберу из холдера вторую ячейку и зафиксирую ее. Теперь будет удобнее соединять аккумуляторы методом приварки никелевой ленты или методом пайки. Аккумуляторную батарею можно собрать методом приварки никелевой ленты. У меня все для этого есть, в том числе небольшая сварочная плата. Для ее работы также потребуется мощный автомобильный аккумулятор. Этот способ в разы быстрее. Но в этот раз я принял решение собирать аккумулятор при помощи паяльника, медной жилы толщиной 1,2 мм, которую буду использовать две жилы, скрученную между собой, и устанавливать как силовую шину. Соединять каждый аккумулятор буду тонким медным проводом толщиной 0,5 мм. И если в каком-то аккумуляторе произойдет замыкание, она просто перегорит, предотвратив тем самым повреждение остальной части аккумулятора или его возгорание. Вот примерно так перегорит проводник при замыкании. Перед вложением аккумуляторов на них нужно немного зачистить контакты, для того чтобы припой прочно держался. Зачищать достаточно по центру, размером до 3 мм. После желательно все контакты обезжирить. Перед вложением аккумуляторов в местах, где будет припой, наношу немного активного пастообразного флюса. Разогреваю паяльник до 500 градусов, набираю немного припоя и прикладываю жало паяльника к месту лужения на пару секунд, так чтобы не перегреть аккумулятор. После все тем же обезжиривателем надо убрать остатки флюса. Таким образом залуживаю все 84 аккумулятора с обоих сторон. Аккумуляторы я залудил таким образом, чтобы образовалось некоторое острие, для того чтобы появились точные отметины на специализированном самоклеющемся изоляционном картоне. После импровизированным просекателем, сделанным из топливной медной трубки, я пробью в нем точное отверстие вот примерно так. Изоляционным картоном я максимально закрываю контакты аккумуляторов, дабы избежать случайного замыкания при пайке. У меня был такой случай. Это делать совсем не обязательно и можно просто аккуратно паять, но я решил сделать в этот раз именно так, просто для эксперимента. На одной полосе изолятора пробил все отверстия, наклею его и максимально приглаживаю в местах пайки, так чтобы он плотно прилегал к контактам аккумуляторов. Все то же самое проделываю с двух сторон аккумуляторной батареи. Я заранее разметил места соединений секций, так будет более удобно и вероятность ошибки сводится к нулю. Забыв про севший аккумулятор в камере, на которую я снимал этот ролик,
я уже начал спаивать секции аккумулятора. И вспомнил только на этом моменте. Часть силовых дорожек я уже зафиксировал. И объединил две секции с одной стороны. Также подпаял плюсовой провод, использовав для этого термостойкий силиконовый провод толщиной 13G. Ради эксперимента хотел установить в корпус вот такой разъем XT60E, чтобы к нему уже подключать контроллер. Но по итогу мне не очень понравилась эта идея, и я просто выведу подлиннее провода с разъемом XT60 по типу папа. Силовые шины я фиксирую на секундный клей, предварительно провод обрабатываю напильником, точечно фиксирую на них термоусадку и приклеиваю к изоляционному слою. Кстати, держится очень крепко. Но это лишь фиксация для удобства при паянии, а сами тонкие проводники уже закрепляют намертво. На шине точечно заложиваю места, где будут подпаиваться проводники. Кончик тонкого провода изгибаю примерно в кольцо при помощи пинцета. Наношу немного припоя и припаиваю к аккумулятору. Немного его изгибаю и подпаиваю к шине. Другой конец также изгибаю и подпаиваю к другому аккумулятору. Таким образом подпаиваю все тонкие проводники-предохранители и заклеиваю их термоскотчем во избежание случайного замыкания. На первой стороне ничего страшного не произойдет, а вот когда приступлю к соединению секций на оборотной стороне, там уже может коротнуть. Поэтому надо делать все максимально аккуратно и следить за чистотой рабочего места. Ведь даже небольшой кусочек проводника или олова может закоротить. В целом ничего критичного не произойдет, но большое количество искр не сильно обрадует. На аккумуляторе видно, что я уже разметил секции белым маркером согласно схеме, только в обратной последовательности, так как вывод плюса мне нужен снизу аккумулятора. Это понадобится для более удобного подсоединения балансировочных проводов, об этом чуть позже в этом ролике. Все то же самое я проделываю и с другой стороны, только здесь надо паять уже аккуратно. Соединил последнюю секцию, проверил вольтаж 58,2, все отлично. Вот так получилось паять с этой стороны аккумулятора. Теперь можно приступать к установке платы защиты. Немного информации про эту плату защиты. Ее также именуют как Smart BMS. Это означает, что ее можно подключать к смартфону и ПК. По каналу Bluetooth через бесплатную специализированную программу. Ссылка на актуальные программы будет в описании к видео. Коротко, для чего вообще нужна плата BMS? Основная ее функция заключается в контроле за уровнем заряда и разряда аккумулятора. Если аккумуляторы разрядить, как говорится, в ноль, то они просто могут выйти из строя и потерять всю свою емкость. А вот если будет перезаряд литий-ионных аккумуляторов, то тут уже возможен взрыв и возгорание аккумулятора. А горят они очень эффективно, и водой их не так просто потушить. Также эта плата оснащена термодатчиком, который будет контролировать нагрев аккумулятора. И при достижении определенного порога он будет отключен от потребителя или зарядного устройства. Каждая секция аккумулятора контролируется отдельно. Для этого подключается шлейф с проводами. Также эта плата защиты умеет балансировать и выравнивать заряд каждой отдельной секции. Но она малоэффективна, и если разброс существенный, то ей это будет очень сложно сделать. Подключаясь к смарт-плате в приложении, можно увидеть состояние аккумулятора, вольтаж, его температуру, состояние каждой отдельной секции. Можно отключить или включить потребитель через приложение. При зарядке можно увидеть, какой силой тока заряжается аккумулятор. Также в приложении очень много тонких настроек аккумулятора, которые без особых знаний менять не стоит. Здесь уже есть предустановленные настройки, 2 для литий-ионных аккумуляторов и 2 для литий-железофосфатных аккумуляторов. Также можно посмотреть историю аккумулятора, сколько заряжался, какие были сбои и так далее. В общем, плата очень интересная, у меня есть опыт уже с 3 такими, и пока проблем никаких не замечено. Только была небольшая проблема с паролем, которую я успешно решил. Но в этом случае была моя вина. Для начала я решил установить аккумулятор корпуса, чтобы определиться с местом крепления платы защиты. Сначала была мысль закрепить плату на верхней стенке корпуса, но позже я решил ее разместить на самом аккумуляторе. По размерам она очень хорошо встает. Да и длина балансировочных проводов ограничена. Балансировочные провода припаиваю по порядку. Начинать следует с тонкого черного провода, который припаивается к минусовому контакту первой секции аккумулятора. Позже туда подпаивается толстый синий провод B- с платой защиты. Следующий белый провод подпаивается к плюсовому контакту первой секции. То есть к первой секции припаиваем черный провод к минусу, следующий белый к плюсу. Далее по порядку все провода припаиваются к каждой секции в
районе плюса. Последний красный провод 15, если считать с черным, также припаивается к положительному контакту 14 секции. Также к силовой шине этой секции припаиваю выводной силовой провод, он будет плюсом и пойдет на подключение к контроллеру и на зарядку аккумулятора. Основной минус, который будет подключаться к контроллеру на плате защиты, обозначен как C-. Заряжаться аккумулятор будет также через этот разъем, где подключается контроллер. Бывают также платы защиты, где нужно выводить отдельные провода для зарядки аккумулятора. Это, на мой взгляд, не очень удобно. Итак, с местом установки платы защиты я определился. Теперь для удобства разложу балансировочные провода. В этом месте закреплю на двухсторонний скотч. Примерю, чтобы длины шлейфа хватало для удобного подключения к плате. Итак, первый тонкий черный провод я подпаиваю к минусу первой секции. Далее следующий за черным проводом белый я помечу как первый, наклеив на него малярный скотч и подпишу. И пока оставлю, он будет подпаиваться с другой стороны. Следующий белый провод я подпаиваю к плюсу второй секции. Сейчас для удобства я решил пометить все провода и пронумерую их. Также проложил согласно порядку все провода к месту подсоединения, провода фиксировал секундным клеем и пропаял их согласно последовательности. Вот так. Проверю правильность подключения. Минусовой щуп мультиметра ставлю к контакту черного провода, а красным прикладываю к контакту, расположенному через один. Вольтаж должен увеличиваться примерно на 8,4 вольта. Итак, через один контакт проверяю. По итогу должно быть в районе 58 вольт. Все верно, можно продолжить с другой стороны аккумулятора. Также фиксирую провода согласно нумерации и подпаиваю каждый к своему месту. Вот так по итогу у меня получилось. Проверю правильность подключения шлейфа балансировочных проводов. Минусовой щуп прикладываю к черному проводу. Далее, прикладывая положительный щуп по порядку к остальным контактам, вольтаж должен увеличиваться примерно на 4 вольта. Если будет другое показание, это значит, какой-то провод припаян не на свое место. У меня в данном случае все хорошо. Можно подключить плату защиты и проверить работоспособность. Можно продолжить. Закрою контакты термоскотчем. Плату защиты буду фиксировать на двухсторонний скотч. Но предварительно проверю плату. Подключу Bluetooth датчик, подключу шлейф балансировочных проводов. Программа у меня уже установлена. Запускаю ее. Так как я уже подключался, программа это сделала автоматически. При первом подключении пароль простой. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Итак, плата работает хорошо. Информация всех секций актуальна. Проверю на отключение и включение аккумулятора. Все работает как надо. Можно зафиксировать плату защиты, термодатчик расположил в этом месте. Просверлил отверстие для выключателя понижающего модуля до 12 вольт и временно зафиксировал его. На дно корпуса уложил демпферный слой толщиной 10 мм. Провода для питания понижающего модуля подпаял к плате C-, а плюс к аккумулятору. Зафиксировал Bluetooth датчик и понижающий модуль на двухсторонний скотч. Проверил его работоспособность. Все отлично. Выдает нужные мне 12 вольт. Для вывода 12 вольт буду использовать вот такой влагостойкий разъем. Все можно как-то закрепить крышку. Я это сделал при помощи небольших саморезов. Разогретым гвоздем прожигал отверстие в оргстекле и на горячую закручивал саморезы. Зафиксировал на 5 точек. При желании можно было бы дополнительно нанести какой-нибудь силиконовый герметик. Но пока не буду этого делать, так как возможно еще потребуется свободный доступ к аккумулятору. Разобрался с подключением фары, подсветки, сигнала и понижающего модуля. Вот к такому переключателю. Схема у него такая. 2 синих провода на фару, 2 желтых к сигналу. Красный-зеленый, правый сигнал поворота, красный-черный, левый сигнал поворота. Все подключил согласно схеме, включаю понижающий модуль. Итак, фары и подсветка у меня будут работать одновременно. И так как я не предусматриваю установку сигналов поворота, возможно, подсветку переключу на выключатель правого поворота. А на выключатель левого поворота подключу понижающий модуль до 5 вольт для зарядки девайсов. Звуковой сигнал работает от своих батареек, я его подключил к соответствующей кнопке. Зафиксирую провода в корпусе на термоклей. Ну вот, на этом и все. Аккумулятор полностью готов к использованию. Размещу его в предусмотренные для него сумки. И так как я буду продавать этот электрофэтбайк, оставлю на аккумуляторе информацию о нем, характеристики и дату сборки. Установил фару, которая работает от понижающего модуля в это место. Установил один датчик на ручке тормозов. Магнит закрепляю на термоклей и для страховки на пластиковый хомут.
Сам датчик закрепляется на двухсторонний скотч. Предварительно проверю работоспособность датчика мультиметром. Все хорошо, датчик работает. Установил аккумулятор на свое место. По низу рамы проложил провода. Провел их под коробом контроллера. Теперь можно все подключить к контроллеру. Подключил все провода к своим разъемам. И вот такой получился пучок. Теперь надо нарастить провод, который будет подключаться к аккумулятору. Сначала припаяю разъем XT60. Буду использовать провода толщиной AVG-13. Теперь отрежу заводской разъем и подпаяю свои провода. Для более эстетичного вида использую вот такую эластичную гофру. Она высокотемпературная, проблем, думаю, не возникнет. Крышка короба встает без проблем, можно зафиксировать. На короб контроллера при помощи двухстороннего скотча фиксирую подсветку. И вот так получилось. Для чуть лучшей герметичности короба нанесу термоклей. Подключу аккумулятор и линию от понижающего модуля. Теперь проверю работоспособность подсветки. Все работает нормально, подсветку подключил на отдельный выключатель правого поворота. Теперь можно закрепить дисплей. Также решил заменить грипсы на более современные. Почти такие же стоят на фэтбайке Stealth Aggressor. Настроил и зафиксировал блок кнопок. Также купил вот такую сумку на раму для всякой мелочевки. На ней есть чехол для смартфона, который можно использовать, например, в дождливую погоду. Смартфон вылезает легко, сенсор реагирует хорошо. В целом электрофэтбайк готов к тестированию. В планах установить еще багажник. Также надо настроить тормоза и переключатель скоростей.
Вот такой велобагажник я купил на фэтбайк. Подходит для колес диаметром 28-29. И думаю, на фэтбайк также подойдет. С этой стороны рамы точка для крепления багажника в этом месте. По центру будет крепиться в этом месте. Зафиксировал одну боковину, по виду все должно подойти. Вторую стойку багажника не удалось закрепить в положенное место, поэтому пришлось закрепить к болту, который крепит тормозной механизм. Установил багажник, в целом он достаточно крепкий. Немного заметно смещение, но более ровно мне не удалось его закрепить. Ну вот, на этом, пожалуй, все. Электрофэтбайк готов к тестированию. Но поскольку на улице еще достаточно холодно и снежно, тесты будут отложены на более теплые дни, думаю, апрельские. В связи со сложившейся ситуацией, и так как ходят слухи, что YouTube будет заблокирован, и если вам интересны мои ролики, приглашаю вас на канал Дзен. Ссылку оставлю в описании. На этом все. До свидания. Всем мира и добра. Спасибо.